Всем привет! Сейчас приготовим очень удачный бисквит, который получается всегда, даже у новичков, и никаких проблем с ним не возникает. Он легкий, воздушный и очень нежный. У многих бисквит не получается с первого раза, при выпечке он оседает, получается резиновым или просто сырым внутри. Отличается этот рецепт бисквита от классического тем, что не надо тщательно отделять белки от желтков и взбивать до умопомрачения. Здесь этого не требуется, что весьма удобно, а результат превосходит самые смелые ожидания. Для бисквита на 6 яиц нам понадобится сахар, ванильный сахар, просеянная мука и яйца. Для начала надо включить духовку и выставить температуру 180 градусов. Затем разбить яйца в высокую миску, всыпать сахар, ванильный сахар и взбить миксером до образования пышной, светлой, густой массы. Взбивать нужно, начиная на самой малой скорости миксера, затем постепенно увеличить ее до максимума. Смотрите по консистенции пены, она должна стать густой и светлой. Когда начнут оставаться следы от венчиков миксера, значит взбивать достаточно. Муку необходимо просеять 2-3 раза перед тем, как ввести ее в тесто. Тогда мука насытится кислородом и бисквит будет пышным и воздушным. Ввести муку в взбитые яйца небольшими порциями, аккуратно вмешивая каждую порцию силиконовой лопаткой или венчиком, движением снизу вверх. Для рецепта на 6 яиц возьмем форму диаметром 24 см. Застелить дно и бока разъемной формы бумагой для выпечки, выложить бисквитное тесто и аккуратно разровнять поверхность. Перед тем, как поставить форму с тестом в духовку, слегка прокрутите форму вокруг своей оси, тесто лучше распределится по форме и не вздуется в процессе выпечки. Отправить бисквит в разогретую до 180-190 градусов духовку, если печете бисквит из 6 яиц, на 30-35 минут и 20-25 минут, если из 4 яиц. Готовность бисквита легко проверить зубочисткой, она должна выходить абсолютно сухой. Если к зубочистке прилипнут кусочки теста, значит бисквит необходимо допечь. Готовый бисквит перевернуть в форме на 4 стакана и оставить остывать коржи на 10-15 минут. Затем аккуратно извлечь из формы, снять бумагу для выпечки и оставить для полного остывания. Как видите, бисквит получается довольно высоким, около 5,5 см и в диаметре 24 см. Этот бисквит, как и любой другой, должен выстояться не менее 8-12 часов. Накрыть полотенцем и отправить для созревания. И только потом его можно разрезать, пропитывать сиропом и покрывать кремом. Бисквит получается высокий, пышный, из него можно соорудить большой торт на всю семью. Бисквит готов, приятного аппетита и удачной вам выпечки! Всем спасибо, что посмотрели видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.